Мы продолжим рассматривать, что нового появилось в Swift 5.0. И в этом видео мы рассмотрим, как можем по-новому использовать опциональный try и какое поведение мы можем уже ждать от него. Но прежде чем мы продолжим, я хочу пару слов сказать, что это видео не для новичков, поэтому если вы знаете, что такое структуры, что такое опционалы, что такое проваливающиеся инициализаторы, что такое, допустим, опциональная цепочка, функция, генерирующая ошибку, то тогда, в принципе, вы можете смотреть это видео дальше, да. Если вы эти понятия еще не знаете, то есть совсем у вас по нулям, да, в Swift, то тогда вам лучше все-таки сначала изучить основы, да, вот эти понятия, а потом уже смотреть, что нового появилось в Swift. И просто тогда вы будете понимать, да, о чем я говорю, да, иначе нет смысла смотреть дальше. Но давайте мы вернемся к теме. Сегодня мы поговорим о том, как изменилось поведение опционального try. То есть раньше, смотрите, какая штука, в Swift была вложенность опционалов, но потом постепенно это устранили. То есть когда мы, допустим, использовали опциональную цепочку, то есть когда перед точкой ставили вопросительный знак и стучались к опционалу, то тогда мы могли получить вложенность опционалов. То есть значение у нас было опционалом, но вложенным опционалом, да, то есть второго там, или третьего уровня и так далее. Но потом это устранили. Но когда мы использовали опциональный try, допустим, в Swift 4.2, допустим, и более ранних версиях, то это еще не было устранено, и вложенность опционалов сохранялась. Но вот уже в Swift 5.0 произошло такое некоторое сглаживание опционалов с использованием опционального try, и мы уже получаем значение одного уровня опционала. То есть мы уже не получаем значения вложенных опционалов. Ну, давайте я покажу это на примере, потому что так на слух очень сложно воспринимать. Еще раз повторюсь, да, я вот базовые вещи здесь объяснять не буду и перейду лишь к сути. Да, здесь у нас есть структура, здесь мы используем проваливающийся инициализатор. То есть если, допустим, у нас идентификатор, который нереальный, то есть меньше единицы, да, который на самом деле не существует, то наша структура, она не создадится, не будет создаваться, и мы не создадим юзера, да, вот. И у нас здесь есть функция, точнее метод, который генерирует ошибку. Здесь, конечно, должен быть более такой сложный код, который эту ошибку, то есть с использованием try, который выбрасывает ошибку, да. Но мы здесь пока не будем об этом говорить, потому что это немножко другая тема, да. Ошибка и обработка ошибок. Вот. Здесь мы просто возвращаем какое-нибудь сообщение, да, типа string, да, чтобы наш код компилировался. Вот. И ключевая строчка кода, на которую мы хотим обратить внимание, это вот, потому что мы как раз, это тема этого видео. Смотрите, здесь мы используем, создаем экземпляр user, создаем ID. А здесь вот у нас, если посмотрим, да, то у нас будет user опциональный. Почему? Потому что у нас есть проваливающийся инициализатор. То есть он мог не создаться, если бы мы использовали ID меньше единицы. Вот. Поэтому у нас user опциональный. Но, как видите, что мы хотим использовать? Мы хотим достучаться до сообщения, которое находится внутри структуры, с использованием метода getMessage. Но так как нам не важна ошибка, то есть мы не хотим получить ошибку, то что можем сделать? Мы можем использовать такую штуку, как опциональный try. Что делает опциональный try? Он функции, генерирующие ошибки, превращает в функции, которые возвращают nil в случае, если, допустим, что-то у нас не получилось. Так вот, в данном случае мы, конечно же, получаем сообщение, да, потому что здесь вот есть сообщение, да, мы не возвращаем nil. Но если бы мы раньше вот такой код использовали бы в Swift 4.2 и более ранних версиях, то message, то есть результат message, у нас бы получился бы string и два знака вопроса. Сейчас же в Swift 5.0 и более поздних версиях мы видим, что происходит сглаживание опционалов. И какая бы здесь ни была вложенность опционалов, вот здесь вот, да, все равно мы получаем опционал, не вложенный опционал, то есть обычный опционал. Вот. В принципе, это то поведение, которое мы хотим, то, к которому мы привыкли, потому что когда мы используем опциональную цепочку, допустим, мы стучимся до какого-то значения, до опционального, да, через опциональную цепочку, может быть, это будет там 10 или 12 уровней, но мы не получаем опционал там 10 или там 12 уровня вложенности, да, вот. Мы получаем значение одного опционала, да, вот, единого опционала, вот. И также и такое же поведение было, если мы использовали условный кастинг, да,
то есть ключевое слово as и знак вопроса, да, такое же поведение. И в принципе, чтобы привести к такому вот единому поведению, к которому мы привыкли, Swift 5.0 изменили поведение try, и теперь мы здесь уже, как вы видите, если мы запустим этот код, у нас будет тип optional string, да. У нас не будет optional string, то есть двойной вложенности у нас не будет. В принципе, это то, что нам нужно. Это упрощает понимание этого кода, работу с опционалами. И, в принципе, это все, что нужно знать про то, как работает опциональный try со Swift 5.0. В принципе, видео получилось у нас не такое длинное, короткое, но, в принципе, здесь больше нечего рассказывать. Надеюсь, я вам суть смог объяснить. Но если вдруг у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. Что-то, если было непонятно, спрашивайте. Вот. Но если вы хотите получить больше информации, да, или записаться на основной курс по обучению основам Swift, да, если у вас есть такая потребность, вам нужна будет помощь, то подписывайтесь на мой Инстаграм, и там я более подробно могу рассказать вам. Спасибо вам за внимание и увидимся в следующем видео.